Спасибо большое, уважаемая госпожа федеральный канцлер, господин Тельчик, дамы и господа. Весьма признателен за приглашение на столь представительную конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, экспертов из более чем 40 стран мира. Формат конференции дает мне возможность избежать излишнего политеса и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, что я действительно думаю о проблемах международной безопасности. И если мои рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными, либо неточными, я прошу на меня не сердиться. Это ведь только конференция. И надеюсь, что после 2-3 минут моего выступления господин Тельчик не включит там красный свет. Итак, известно, что проблематика международной безопасности много шире вопросов военно-политической стабильности. Это устойчивость мировой экономики, преодоление бедности, экономическая безопасность и развитие межцивилизационного диалога. Такой всеобъемлющий, неделимый характер безопасности выражен и в ее базовом принципе. Безопасность каждого – это безопасность всех. Как сказал еще в первые дни разгоравшейся Второй мировой войны Франклин Рузвельт, где бы ни был нарушен мир, мир повсюду оказывается в безопасности и под угрозой. Эти слова продолжают сохранять актуальность и сегодня. Об этом, кстати, свидетельствует и тема нашей конференции, которая здесь вот написана: «Глобальные кризисы, глобальная ответственность». Всего лишь 2 десятилетия назад мир был идеологически и экономически расколот, а его безопасность обеспечивали огромные стратегические потенциалы 2 сверхдержав. Глобальное противостояние отодвигало на периферию международных отношений и повестки дня крайне острые экономические и социальные вопросы. И как всякая война, война холодная оставила нам и не разорвавшиеся снаряды, образно выражаясь. Имею в виду идеологические стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны блокового мышления. Предлагавшийся же после холодной войны однополярный мир тоже не состоялся. История человечества, конечно, знает и периоды однополярного состояния, и стремления к мировому господству. Чего только не было в истории человечества. Однако, что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией, потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии, но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при единоличном лидерстве в современном, именно в современном мире не будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но, что еще важнее, сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. Вместе с тем, все, что происходит сегодня в мире, и сейчас мы только вот начали дискутировать об этом, это следствие попыток внедрения именно этой концепции в мировые дела, концепции однополярного мира. А какой результат? Односторонние, нелегитимные часто действия
не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами. Войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало. Господин Тельчик вот об этом очень мягко упомянул. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше. Значительно больше. Значительно больше. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение силы в международных делах, военной силы. Силы, ввергающие мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. Больше того, отдельные нормы, да по сути чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы и, по сути, во всех сферах, и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это понравится? В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть. Никто не чувствует себя в безопасности. Потому что никто не может спрятаться за международным правом, как за каменной стеной. Такая политика является, конечно, катализатором гонки вооружений. Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к обладанию оружием массового уничтожения. Больше того, появились принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но сегодня приобретают глобальный характер, такие как терроризм. Убежден, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. И здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения. Тем более сейчас, когда международный ландшафт столь ощутимо и столь быстро меняется. Меняется за счет динамичного развития целого ряда государств и регионов. Госпожа федеральный канцлер упомянула уже об этом. Так, суммарный ВВП Индии и Китая по паритетной покупательной способности уже больше, чем у Соединенных Штатов Америки. А рассчитанный по тому же принципу ВВП государств группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия, Китай – превосходит совокупный ВВП Евросоюза. И по оценкам экспертов, в обозримой исторической перспективе этот разрыв будет только возрастать. Не стоит сомневаться, что экономический потенциал новых центров мирового роста будет неизбежно конвертироваться в политическое влияние и укреплять будет многополярность. В этой связи серьезно возрастает роль многосторонней дипломатии. Открытость, транспарентность и предсказуемость политики безальтернативны. А применение силы должно быть действительно исключительной мерой. Так же, как и применение смертной казни в правовых системах некоторых государств. Сегодня же мы, наоборот, наблюдаем ситуацию, когда страны, в которых применение смертной казни запрещено даже в отношении убийц и других преступников, опасных преступников. Несмотря на это, такие страны легко идут на участие в военных операциях, которые трудно назвать легитимными. А ведь в этих конфликтах гибнут люди, сотни, тысячи мирных людей. Но в то же время возникает вопрос, разве мы должны безучастно и безвольно взирать на различные внутренние конфликты в отдельных странах, на действия авторитарных режимов, тиранов, на распространение оружия массового уничтожения? Именно, по сути, это и лежало в основе вопроса, который был задан федеральному канцлеру нашим уважаемым коллегой господином Либерманом. Я правильно понял ваш вопрос? И, конечно, это вопрос серьезный.
Можем ли мы безучастно смотреть на то, что происходит? Я попробую ответить на ваш вопрос тоже. Конечно, мы не должны смотреть безучастно. Конечно, нет. Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? Конечно, есть. Достаточно вспомнить недавнюю историю. Ведь произошел же мирный переход к демократии в нашей стране. Ведь состоялась же мирная трансформация советского режима. Мирная трансформация. И какого режима? С каким количеством оружия, в том числе ядерного оружия? Почему же сейчас при каждом удобном случае нужно бомбить и стрелять? Неужели в условиях отсутствия угрозы взаимного уничтожения нам не хватает политической культуры, уважения к ценностям демократии и к праву? Убежден, единственным механизмом принятия решений по использованию военной силы, как последнего довода, может быть только устав ООН. И в этой связи я или не понял то, что было сказано вот совсем недавно нашим коллегой, министром обороны Италии, либо он выразился неточно. Я, во всяком случае, услышал, что легитимным применение силы может считаться только в том случае, если решение принято в НАТО или в Евросоюзе или в ООН. Если он действительно так считает, то у нас с ним разные точки зрения. Или я ослышался. Легитимным можно считать применение силы только если решение принято на основе и в рамках ООН. И не надо подменять Организацию Объединенных Наций ни НАТО, ни Евросоюзом. И когда ООН будет реально объединять силы международного сообщества, которое действительно может реагировать на события в отдельных странах, когда мы избавимся от пренебрежения международным правом, то ситуация может измениться. В противном случае ситуация будет заходить лишь в тупик и умножать количество тяжелых ошибок. При этом, конечно, нужно добиваться того, чтобы международное право имело универсальный характер и в понимании, и в применении норм. И нельзя забывать, что демократический образ действий в политике обязательно предполагает дискуссию и кропотливую выработку решений. Уважаемые дамы и господа, потенциальная опасность дестабилизации международных отношений связана и с очевидным застоем в области разоружения. Россия выступает за возобновление диалога по этому важнейшему вопросу. Важно сохранить устойчивость международно-правовой разоруженческой базы. При этом обеспечить преемственность процесса сокращения ядерных вооружений. Мы договорились с Соединенными Штатами Америки о сокращении наших ядерных потенциалов на стратегических носителях до 1700-2200 ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 года. Россия намерена строго выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, что и наши партнеры будут действовать так же транспарентно и не будут откладывать на всякий случай, на черный день, лишнюю пару сотен ядерных боезарядов. И если сегодня новый министр обороны Соединенных Штатов здесь нам объявит, что Соединенные Штаты не будут прятать эти заряды и лишние ни на складах, ни под подушкой, ни под одеялом, я предлагаю всем встать и стоя это поприветствовать. Это было бы очень важным заявлением. Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем придерживаться договора о нераспространении ядерного оружия и многостороннего режима контроля за ракетными технологиями. Принципы, заложенные в этих документах, носят универсальный характер. В этой связи хотел бы вспомнить, что в 80-е годы СССР и Соединенные Штаты подписали договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой дальности. Но универсального характера этому документу придано не было. Сегодня такие ракеты уже имеет целый ряд стран. Корейская Народно-Демократическая Республика, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, Израиль.
Многие другие государства мира разрабатывают эти системы и планируют поставить их на вооружение. И только Соединенные Штаты Америки и Россия несут обязательство не создавать подобных систем вооружений. Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении своей собственной безопасности. Вместе с тем, нельзя допустить появления новых дестабилизирующих высокотехнологичных видов оружия. Я уже не говорю о мерах по предупреждению новых сфер конфронтации, особенно в космосе. «Звездные войны», как известно, уже не фантастика, а реальность. Еще в середине 80-х годов наши американские партнеры на практике провели перехват собственного спутника. Милитаризация космоса, по мнению России, может спровоцировать непредсказуемые для мирового сообщества последствия, не меньшие, чем начало ядерной эры. И мы не раз выступали с инициативами, направленными на недопущение оружия в космос. Сегодня хотел бы проинформировать вас о том, что нами подготовлен проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. В ближайшее время он будет направлен партнерам в качестве официального предложения. Давайте работать над этим вместе. Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе. Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам. Ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью действия порядка 5-8 тысяч километров, нет ни у одной так называемой из проблемных стран. И в обозримом будущем, в обозримой перспективе и не появится, не предвидится даже. Да и гипотетический пуск, например, северокорейской ракеты по территории США через Западную Европу, это явно противоречит законам баллистики. Как говорят у нас в России, это все равно, что правой рукой дотягиваться до левого уха. И находясь здесь, в Германии, не могу не упомянуть и о кризисном состоянии договора об обычных вооруженных силах в Европе. Адаптированный договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1999 году. Он учитывал новую геополитическую реальность – ликвидацию Варшавского блока. С тех пор прошло 7 лет, и только 4 государства ратифицировали этот документ, включая Российскую Федерацию. Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют договор, включая положение о фланговых ограничениях, о размещении на флангах определенного количества вооруженных сил, до тех пор, пока Россия не выведет свои базы из Грузии и Молдавии. Из Грузии наши войска выводятся, причем даже в ускоренном порядке. Эти проблемы мы с нашими грузинскими коллегами решили, и это всем известно. В Молдавии остается группировка в 1500 военнослужащих, которые выполняют миротворческие функции и охраняют склады с боеприпасами, оставшиеся со времен СССР. И мы с господином Соланой обсуждаем постоянно этот вопрос. Он знает нашу позицию, мы готовы и дальше работать по этому направлению. Но что же происходит в это же самое время? А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы по 5000 штыков в каждой. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО господина Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: «Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ,
дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности. Где эти гарантии? Камни и бетонные блоки Берлинской стены давно разошлись на сувениры. Но нельзя забывать, что ее падение стало возможным в том числе и благодаря историческому выбору, в том числе нашего народа, народа России. Выбору в пользу демократии и свободы, открытости и искреннего партнерства со всеми членами большой европейской семьи. Сейчас же нам пытаются навязать уже новые разделительные линии, стены. Пусть виртуальные, но все-таки разделяющие, разрезающие наш общий континент. Неужели вновь потребуются долгие годы и десятилетия, смена нескольких поколений политиков, чтобы разобрать и демонтировать эти новые стены? Уважаемые дамы и господа, мы однозначно выступаем и за укрепление режима нераспространения. Существующая международно-правовая база позволяет создать технологии по выработке ядерного топлива для использования его в мирных целях. И многие страны с полным на то основанием хотят создавать собственную ядерную энергетику, как основу их энергетической независимости. Но мы также понимаем, что эти технологии могут быть быстро трансформированы в получение оружейных материалов. Это вызывает серьезное международное напряжение. Яркий тому пример — ситуация с иранской ядерной программой. Если международное сообщество не выработает разумного решения этого конфликта интересов, мир и дальше будет потрясать подобные дестабилизирующие кризисы. Потому что пороговых стран больше, чем Иран, и мы с вами об этом знаем. Мы будем постоянно сталкиваться с угрозой распространения оружия массового уничтожения. В прошлом году Россия выступила с инициативой создания многонациональных центров по обогащению урана. Мы открыты к тому, чтобы подобные центры создавались не только в России, но и в других странах, где на легитимной основе существует мирная ядерная энергетика. Государства, желающие развивать атомную энергетику, могли бы гарантированно получать топливо через непосредственное участие в работе этих центров, конечно же, под строгим контролем МАГАТЭ. С российским предложением созвучны и последние инициативы президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша. Считаю, что Россия и США объективно и в одинаковой степени заинтересованы в ужесточении режимов нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки. Именно наши страны, являющиеся лидерами по ядерному и ракетному потенциалу, должны стать и лидерами в разработке новых, более жестких мер в сфере нераспространения. Россия готова к такой работе, мы ведем консультации с нашими американскими друзьями. В целом речь должна идти о создании целой системы политических рычагов и экономических стимулов. Стимулов, при которых государства были бы заинтересованы не создавать собственные мощности ядерного топливного цикла, но имели бы возможность развивать атомную энергетику, укрепляя свой энергетический потенциал. В этой связи подробнее остановлюсь на международном энергетическом сотрудничестве. Госпожа федеральный канцлер тоже об этом коротко, но упомянула, затронула эту тему. В энергетической сфере Россия ориентируется на создание единых для всех рыночных принципов и прозрачных условий. Очевидно, что цена на энергоносители должна определяться рынком, а не являться предметом политических спекуляций, экономического давления или шантажа. Мы открыты для сотрудничества. Зарубежные компании участвуют в наших крупнейших энергетических проектах. По различным оценкам, до 26% добычи нефти в России, вот вдумайтесь в эту цифру, пожалуйста, до 26% добычи нефти в России приходится на иностранный капитал. Попробуйте привести мне пример подобного широкого присутствия российского бизнеса в ключевых отраслях экономики западных государств. Нет таких примеров. Таких примеров нет. Напомню также о соотношении инвестиций, поступающих в Россию и идущих из России в другие страны мира. Соотношение примерно 15:1. Вот вам зримый пример открытости и стабильности российской экономики. Экономическая безопасность – это сфера, где всем следует придерживаться единых принципов. Мы готовы честно конкурировать.
Для этого у российской экономики появляется все больше возможностей. Такую динамику объективно оценивают эксперты и наши зарубежные партнеры. Так недавно был повышен рейтинг России в ОЭСР. Из 4-й группы риска наша страна перешла в 3-ю. И хотел бы, пользуясь случаем, здесь сегодня в Мюнхене, поблагодарить наших немецких коллег за содействие в принятии вышеназванного решения. Далее, как вы знаете, процесс присоединения России к ВТО вышел на финальную стадию. Отмечу, что в ходе долгих, непростых переговоров слова о свободе, мы не раз слышали слова о свободе слова, о свободе торговли, о равных возможностях, но почему-то исключительно применительно к нашему, к российскому рынку. И еще одна важная тема, прямо влияющая на глобальную безопасность. Сегодня много говорят о борьбе с бедностью. Что здесь происходит на самом деле? С одной стороны, на программы помощи беднейшим странам выделяются финансовые ресурсы, и подчас немаленькие финансовые ресурсы. Но по-честному, и здесь многие тоже это знают, зачастую под освоение компаниями самих же стран-доноров. Но в то же время, с другой стороны, в развитых странах сохраняются субсидии в сельском хозяйстве. Ограничивается для других доступ к высоким технологиям. И давайте называть вещи своими именами. Получается, что одной рукой раздается благотворительная помощь, а другой не только консервируется экономическая отсталость, а еще и собирается прибыль. Возникающее социальное напряжение в таких депрессивных регионах неизбежно выливаются в рост радикализма, экстремизма, подпитывает терроризм и локальные конфликты. А если все это вдобавок происходит, скажем, на Ближнем Востоке, в условиях обостренного восприятия внешнего мира как несправедливого, то возникает риск для глобальной дестабилизации. Очевидно, что ведущие страны мира должны видеть эту угрозу и, соответственно, выстраивать более демократическую, справедливую систему экономических отношений в мире. Систему, дающую всем шанс и возможность для развития. Выступая на конференции по безопасности, уважаемые дамы и господа, нельзя обойти молчанием и деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как известно, она была создана, чтобы рассматривать все, я подчеркну это, все аспекты безопасности. Военно-политические, экономические, гуманитарные, причем в их взаимосвязи. Сегодня что мы видим на практике? Мы видим, что этот баланс явно нарушен. ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран. И под эту задачу скроили и бюрократический аппарат ОБСЕ, который абсолютно никак не связан с государствами и учредителями. Скроили под эту задачу процедуры принятия решений и использование так называемых неправительственных организаций. Формально, да, независимых, но целенаправленно финансируемых, а значит подконтрольных. Согласно основополагающим документам, в гуманитарной сфере ОБСЕ призвана оказывать странам-членам по их просьбе содействие в соблюдении международных норм в области прав человека. Это важная задача, мы ее поддерживаем, но вовсе это не означает вмешательство во внутренние дела других стран. Тем более не навязывание этим государствам того, как они должны жить и развиваться. Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует вызреванию подлинно демократических государств. И наоборот, делает их зависимыми и, как следствие, нестабильными в политическом и в экономическом плане. Мы рассчитываем на то, что ОБСЕ будет руководствоваться своими непосредственными задачами и выстраивать отношения с суверенными государствами на основе уважения, доверия и транспарентности. Уважаемые дамы и господа, в заключение хотел бы отметить следующее. Мы очень часто, и я лично очень часто, слышу призывы к России со стороны наших партнеров, в том числе и со стороны европейских партнеров, играть более и более активную роль в мировых делах. В этой связи позволю себе сделать одну маленькую ремарку. Вряд ли нас нужно подталкивать и стимулировать к этому. Россия – страна с более чем тысячелетней историей.
И практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем, мы хорошо видим, как изменился мир, реалистично оцениваем свои собственные возможности и свой собственный потенциал. И, конечно, нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнерами, с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание не для избранных, а для всех. Благодарю вас за внимание. Уважаемый господин президент, большое спасибо за ваше очень важное, на мой взгляд, выступление. Здесь вы обратились к ряду новых тем, в том числе к вопросу глобальной архитектуры, но и также к вопросу, который не так активно ставился в последнее время, это контроль за вооружениями и разоружение, а также вопрос взаимоотношений между Североатлантическим альянсом и Россией, а также экономического и технологического сотрудничества. Я полагаю, что мы все присутствующие восприняли как нечто очень важное то, что вы здесь присутствовали и выступили перед нами. Я прошу вас, господин президент, ответить на те вопросы, которые будут поставлены. Сейчас ряд вопросов уже поступил. Господин Мейкель, представитель германского Бундестага от фракции СДПГ, первый в моем списке. Уважаемый господин президент, я бы хотел поблагодарить вас прежде всего за ваше выступление и подчеркнуть, что я думаю, что в германском Бундестаге и вне его стен мы убеждены, что Россия — это очень важный партнер для Германии и Европы в целом. И насколько много здесь связано с вашим именем, господин канцлер уже подчеркнул это в своем выступлении. Я хотел бы два пункта подчеркнуть, которые вы затронули в своем выступлении. Это, во-первых, ваша оценка НАТО. Вы говорили о расширении НАТО как о перспективе, которую вы считаете скорее более опасной для себя и которую не в интересах России. Я хотел вас спросить, признаете ли вы, что расширение НАТО фактически это не расширение НАТО, это расширение демократическое, идущее от демократических государств, которые сами принимают решение пойти по этому пути. И у НАТО возникают даже затруднения принять некоторые государства. И признаете ли вы, что Россия с западной стороны, с западной своей границы может чувствовать себя в большей безопасности, нежели раньше, благодаря расширению НАТО? И почему вы боитесь демократии? Потому что только демократические государства могут стать членами НАТО, и поэтому ваши соседи таким образом становятся более стабильными. И развитие средств массовой информации, смертью Анны Политковской мы очень обеспокоены. Это только один символ ситуации в СМИ в России. Кроме того, закон о неправительственных организациях — это внутреннее развитие России, и многополярность и международность — это один из важнейших принципов демократии, который также должен действовать для России. Большое спасибо. Большое спасибо. Следующий выступающий господин сенатор Изерсон. Большое спасибо за то, что вы присутствуете здесь сегодня. И я хотел
бы сказать, что мы рассматриваем конец холодной войны как дистанцирование от ядерного оружия, но с другой стороны выросла угроза терроризма. Не считаете ли вы, что в достаточной степени склады оружия массового поражения достаточно защищены? И нет ли тут опасности? Большое спасибо. Большое вам спасибо, господин сенатор, прежде всего за то, что вы выступаете достаточно кратко, представитель МИДа Германии. Господин президент, я также хочу поблагодарить вас за ваше выступление и повторить вопрос, который касался, вы был поставлен нашим федеральным канцлером, как будет развиваться ситуация с Косово и Сербией. Скажите, объективно могут ли быть приняты предложения антисари обеими сторонами и насколько далеко можно продвинуться в решении проблем? Большое спасибо, господин Буланс. Господин Корнелиус, пожалуйста. Вы не могли бы прокомментировать опыт ваших вооруженных сил в Чечне в отношении военного участия в чеченском конфликте российских вооруженных сил? Это первый вопрос. И второй – это энергетическая тема, роль рынка в энергетической политике. Европейский Союз заинтересован в соглашении о партнерстве, и чтобы определенные принципы в энергетической политике были в этом соглашении прописаны. То есть безопасность и надежность поставок энергоносителей из России, чтобы это также было отражено в соглашении. Большое спасибо, господин Корнелиус. Пожалуйста, следующий. Господин Вимен. Господин депутат Херман, депутат Конгресса, госпожа депутат, прошу прощения. Уважаемый господин президент, вы высказали несколько открытых замечаний, и я надеюсь, что вы позволите мне задать такой же открытый вопрос. В 90-е годы российские эксперты активно помогали Ирану построить ракеты, и у Ирана есть ракеты средней дальности, которые способны в течение минут достигнуть Израиля и могут достигнуть также России и Европы, правда, за несколько большее время. И были предприняты попытки поговорить об этом с Ираном и поддержать резолюцию ООН. Но Иран продолжает свои усилия по развитию ядерной программы. Мой вопрос: какие усилия предпринята Россия для того, чтобы сократить эти риски, которые ощущает и ООН, и ряд стран в мире, для того, чтобы сократить эти угрозы со стороны Ирана? Уважаемые дамы и господа, я не могу, к сожалению, принимать дальнейшие вопросы, поскольку у нас вопросов достаточно много. Итак, господин Кайофе, издатель газеты «Цайт». Уважаемый господин президент, я надеюсь, что я могу сказать, что здесь на 43-й конференции могла бы быть объявлена вторая холодная война, но этого не произошло. И я полагаю, что нужно оказывать давление на Иран и создавать позитивные стимулы для Ирана одновременно. Теперь вопрос. Я полагаю, что Россия препятствует явному давлению на Иран в форме санкций. Такое мое впечатление. И второй момент – это поставки высокотехнологичного оружия Ирану.
Россия, возможно, никоим образом не поддерживает Иран в том, чтобы поддаться, так сказать, давлению мирового сообщества. Как вы оцените этот вопрос? Большое спасибо, господин Иоффе. Господин сенатор Кай, пожалуйста. Большое спасибо, господин президент. Я тоже хотел бы поблагодарить вас за такую открытую речь и несколько слов в отношении контроля вооружений. И я хочу подчеркнуть, что США не разрабатывала ракет стратегического значения в течение десятилетий уже. И вы критиковали США за военные акции, и вы сказали, что военная акция возможно быть легитимной только в том случае, если она поддержана ООН. Но я должен сказать, что это так и происходило и в Ираке, и в Косово. Это не было официального согласия ООН, но большинство ООН высказалось в поддержку этой военной акции. Большое спасибо, мне очень жаль, но я только один вопрос еще могу позволить задать, и, к сожалению, я не смогу это слово предоставить вам. Кеннет Фрост, пожалуйста. Господин президент, я Кеннет Фрост от Human Rights Watch. Вы говорили об опасностях монополярного мира, но решение... Вы считаете, что это приведет к неправильным решениям и к нарушению суверенитетов. Давайте обратимся к России. Мы видим монополярное правление в России, где различные центры влияния вынуждены присоединяться к этому монополярному правлению. Это и бизнес, и Дума, и средства массовой информации. То есть это монополярное правление, и возникает вопрос, насколько это надежный партнер с точки зрения экономики и энергетики. Уважаемые дамы и господа, большое спасибо. У нас будет возможность утром в воскресенье задать дальнейшие вопросы господину Сергею Иванову, причем, может быть, в более детальном формате. Я бы хотел вас, уважаемый господин президент, попросить дать ответы на эти вопросы. Я знаю, что это вопросы очень важные и очень комплексные. Прежде всего, хочу вас поблагодарить за эти вопросы. Очень интересно. Жалко, что у нас мало времени. Я с удовольствием бы с каждым из вас провел отдельную дискуссию. Я это люблю, мне нравится. Начну с последнего вопроса по поводу однополярности российского правительства. В российском правительстве представлена сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации, партия «Единая Россия», Либерально-демократическая партия, представлены другие политические силы, которые принципиально по основополагающим своим взглядам отличаются друг от друга. Если вам это неизвестно, побеседуйте с руководством Коммунистической партии Российской Федерации, а потом с лидером наших либеральных демократов, господином Жириновским. И вы сразу же увидите разницу. Если вам сейчас не видно, побеседуйте с ними. Здесь нет никаких проблем приехать в Москву и поговорить. Что касается того, как мы в будущем планируем это делать. Мы бы хотели, чтобы у нас была зрелая политическая система, чтобы у нас была многопартийная система с ответственными политиками,
которые могут прогнозировать и ответственно прогнозировать развитие страны и ответственно действовать не только на период выборов и после них, а и на длительную историческую перспективу. Вот будем к этому стремиться. Но она, конечно же, будет многопартийной, эта система. Все наши действия внутри страны, в том числе касающиеся изменения порядка избрания в Государственную Думу, в парламент России, направлены именно на укрепление многопартийной системы в стране. Значит, теперь в состоянии ли наше правительство действовать ответственно при решении проблем энергетических поставок и при обеспечении энергетической безопасности? Конечно, да. Более того, все, что мы делали до сих пор и делаем сейчас, направлено на достижение только одной цели – перевести наши отношения с потребителями и с транзитерами наших углеводородов на рыночные, прозрачные принципы и в долгосрочные контракты. Напомню вам, и здесь вот напротив меня сидит мой коллега, президент Украины, он это знает так же, как и я. До прошлого года, пока мы с ним в трудной дискуссии не приняли соответствующих решений, поставки наших энергоносителей, прежде всего газа, в Европу в течение 15 лет зависели от того, договорятся ли Украина и Россия между собой по условиям и по ценам поставок нашего газа в саму Украину. А если не договорятся, все, европейские потребители сидели бы без газа. Такая ситуация вас устраивает? Думаю, нет. И несмотря на все скандалы там, и прочее, защиту интересов, борьбу мнений и так далее, мы смогли договориться с президентом Ющенко. Я считаю, что он принял ответственное, исключительно правильное, рыночное абсолютно решение. Мы подписали контракты отдельно на поставку в Украину нашего газа и отдельно на транзит в Европу на 5 лет вперед. Спасибо нам нужно сказать и нам, и Украине за это решение. И за ваш вопрос спасибо. Вопрос хороший. Значит, теперь оценка. Лучше бы я отвечал, конечно, сразу же на ваши вопросы. Наша оценка расширения НАТО на восток. Я уже говорил о гарантиях, которые нам давали, и которые сегодня не соблюдаются. Вы считаете, разве это нормальным в международных делах? Но бог с ними, с этими гарантиями. Что касается демократии и расширения НАТО. НАТО – это не универсальная организация, в отличие от Организации Объединенных Наций. Это прежде всего военно-политический блок. Военно-политический. И, конечно, обеспечение своей собственной безопасности – это прерогатива любого суверенного государства. Мы с этим и не спорим. Пожалуйста, мы против этого не возражаем. Но почему обязательно нужно выдвигать военную инфраструктуру к нашим границам при расширении? Вот на это нам может кто-нибудь ответить? Разве расширение военной инфраструктуры связано с преодолением сегодняшних глобальных угроз? Допустим, если мы будем говорить о главной из них сегодня, о главной и для нас, и для Соединенных Штатов, и для Европы. Что это за угроза? Это терроризм и борьба с ним. Ну, нужна Россия в борьбе с терроризмом? Конечно. Нужна ли Индия в борьбе с терроризмом? Конечно. Но у нас нет НАТО. И других стран нет. А вот работать по этой проблематике мы можем эффективно, только объединяя усилия. Так что расширение, тем более военной инфраструктуры и приближение ее к нашим границам, и демократический выбор отдельных государств между собой никак не связаны. И я бы попросил эти два понятия не путать. Знаете, я так накорякал здесь, что же сам не разберу, что я записал. Да, что будет.
Да, ну ладно, я отвечу тогда на то, что я сам могу прочитать, а если что-то я не отвечу, вы напомните мне свои вопросы. Да, что будет в Косово, с Сербией, это могут знать только косовары и сербы. И давайте не будем за них решать, как они устроят свою жизнь. Не нужно корчить из себя Господа Бога и решать за все народы все их проблемы. Мы с вами можем только создать условия и помочь людям разобраться в своих проблемах. Создать условия, выступить гарантами определенных договоренностей. Но не нужно навязывать им этих договоренностей. Иначе мы загоним ситуацию в тупик. Если кто-то из участников этого весьма сложного процесса между этими народами почувствует себя оскорбленным, униженным, это будет тянуться веками. Мы только загоним проблему в тупик. И в чем заключается наша позиция? Наша позиция заключается в том, что мы будем придерживаться именно этого принципа. И если мы увидим, что одна из сторон явно не удовлетворена предлагаемыми способами разрешения ситуации, мы такое решение поддерживать не будем. Значит, я не очень понял, что вы имели в виду, когда спросили об опыте наших военных в Чечне. Ну, опыт малоприятный, но большой. Значит, если вас интересует в целом ситуация в Чечне, то могу вам сказать, что сейчас там избран парламент, избран президент, действует правительство, все органы власти и управления сформированы, привлечены к работе в республике практически все политические силы Чечни. Ну, для примера могу сказать, что членом парламента, допустим, там сейчас в Чечне, является бывший министр обороны в правительстве Масхадова. И мы провели целую серию решений, которые позволили бывшим боевикам вернуться не только к нормальной, но даже и к политической жизни в республике. Так что мы предпочитаем сегодня там действовать экономическими и политическими средствами, передав практически, почти на 100% обеспечение безопасности в руки самого чеченского народа. Потому что органы правопорядка, которые там сформированы, почти на 100% состоят из местных граждан, из тех, кто проживает в Чечне постоянно, из чеченцев. Значит, что касается Ливана, тоже не очень понял, что вы имеете в виду, но да, как подтверждение того, что известная ситуация сложилась таким образом, как я ее сейчас нарисовал, об этом говорит также направление нами в Ливан наших военных строителей для восстановления мостов и инфраструктуры, разрушенной в ходе конфликта с Израилем. И этих строителей охраняли военные подразделения, полностью укомплектованные военнослужащими из Чечни и чеченцами по национальности. Мы исходили из того, что наши военнослужащие должны будут работать в районах, которые населены мусульманами, и если контингент, который охраняет наших военных, будет укомплектован тоже мусульманами, хуже от этого не будет. И мы не ошиблись, действительно, местное население очень тепло встречало наших военных строителей. Да, теперь по соглашению в области энергетики с Евросоюзом, так я понял, был вопрос, да? Значит, мы уже многократно говорили, что мы не против того, чтобы согласовать принципы наших отношений с Евросоюзом в сфере энергетики. Более того, те принципы, которые заложены в Хартии, в общем и целом, они приемлемы. Но сама Хартия нас не очень устраивает, потому что она не только нами, она и нашими партнерами европейскими не выполняется. Достаточно вспомнить закрытый до сих пор для нас рынок ядерных материалов. Но его же нам никто не открыл.
Есть и другие моменты, о которых я просто сейчас на которых я не хочу заострять внимание, но принципы сами по себе, они уже используются нами, в том числе и в работе с немецкими компаниями. Я напомню о той сделке, которая состоялась между «Газпромом» и компанией «BASF». Это, по сути, обмен активами. Мы и дальше готовы так действовать. Мы готовы, но в каждом конкретном случае мы должны понять, что мы отдаем, что отдают наши партнеры, посчитать, сделать независимую экспертную международную оценку и принять решение. Мы к этой работе готовы. Мы то же самое совсем недавно сделали и с итальянскими партнерами, с компанией Eni. Не только подписали с ними соглашение о поставках до 2035 года, по-моему, но еще и там речь идет об обмене активами. Вот сейчас мы то же самое изучаем, такой же вариант сотрудничества изучаем и с нашими украинскими друзьями. Этот процесс идет. Стоит ли заводить эти принципы под крышу возможного будущего основополагающего акта между Россией и Евросоюзом? По-разному можно посмотреть, но я считаю, что не стоит, потому что кроме энергетики в наших взаимоотношениях с Евросоюзом есть и другие сферы сотрудничества, и сельское хозяйство есть высокие технологии, и так транспорт есть, и все очень остро и очень интересно. Мы же не можем все подряд завести в основополагающий акт, который должен быть рамочным документом. Или вы хотите, чтобы мы туда занесли только то, что вам нужно, а то, что нам нужно, вынесли за рамки? Ну, давайте мы будем все-таки по-честному друг с другом дискутировать и принимать взаимовыгодные решения. 90-е годы Россия оказывала Ирану помощь в создании ракетной техники. По-моему, вот вы задали мне этот вопрос. Значит, сегодня иранцы хотят оснастить эти ракеты ядерными боеголовками, имеют ракеты, которые могут достичь Европы. Что Россия будет делать по иранской ядерной программе? Так? Во-первых, у меня нет сведений, что в 90-е годы Россия оказывала Ирану помощь в создании их собственной ракетных технологий. Там активно очень действовали другие страны. В том числе технологии шли по разным каналам. И у нас есть свидетельства тому. Я в свое время передавал их напрямую президенту Соединенных Штатов. И из Европы идут технологии, и из азиатских стран. Так что Россия здесь ни при чем. Уверяю вас. Меньше всего здесь замешана Россия. Меньше всего, если вообще хоть как-нибудь замешана. Я в это время работал еще в Петербурге, но мы не занимались этим. Могу вас уверить. Ну, наверное, там, знаете, на уровне бизнеса что-то могло происходить. Там у нас обучали специалистов в институтах и так далее. И мы по просьбе и по информации наших американских партнеров на это жестко отреагировали. Сразу же и жестко. Но вот реакции от других наших партнеров, в том числе из Европы, мы такой не заметили. Более того, я не знаю, известно вам или нет, должно быть известно, из Соединенных Штатов до сих пор поступает военная техника и специальное оборудование. До сих пор. До сих пор поступают из наличия вооруженных сил из Пентагона запчасти к самолетам F-14. В Соединенных Штатах даже по этому поводу проводится, насколько мне известно, расследование. Несмотря на то, что расследование идет, с границы эти запчасти забрали и вернули назад. И через некоторое время опять, по имеющимся у меня сведениям, если они не точны, проверьте их, опять на границе задержали те же самые грузы. Даже с пометкой «вещественное доказательство». Знаете, этот поток действительно трудновато остановить. Нужно действовать совместно. Значит, по поводу того, что у Ирана есть ракеты, которые угрожают Европе, вы ошибаетесь.
Сегодня у Ирана, вот здесь есть и господин Гейтс, который наверняка знает эту информацию точнее, чем я, и наш министр обороны. У Ирана сегодня есть ракета с дальностью 2000 километров. 1600-1700 километров всего. Ну, посчитайте, сколько километров от границы Ирана до Мюнхена. Нет у Ирана таких ракет. Они только планируют разработать там, на 2400. И то неизвестно, смогут ли они это сделать технологически. А вот уже 4, 5, 6 тысяч километров, я думаю, что это нужна просто другая экономика даже. Так что это маловероятно вообще. И Иран Европе не угрожает. Что касается того, что они собираются разместить ядерные заряды, у нас нет таких сведений. На ядерные боеголовки поставить. У нас таких сведений нет. Вот Северная Корея произвела испытание ядерного взрывного устройства. Иранцы нам все время говорят, что их ядерная программа носит мирный характер. Но я с вами согласен. Согласен в том, что у международного сообщества есть озабоченности по поводу характера и качества ядерных программ Ирана. И господин Эль-Барадей недавно сформулировал эти озабоченности, там, по-моему, в 6 или в 7 пунктах. И я вам скажу, и здесь я с вами солидарен, и мне непонятно, почему иранская сторона до сих пор не отреагировала позитивным и конструктивным образом на эти озабоченности и предложения Эль-Барадея снять эти озабоченности. Мне это тоже непонятно, так же, как и вам. Что мы будем делать? Я думаю, что вместе мы должны набраться терпения и аккуратно работать. Да, правильно, создавая и стимулы, и показывая иранскому руководству, что сотрудничать с международным сообществом гораздо лучше, чем конфронтировать. Да, опять вот поставки оружия в Иран. Вы знаете, разговоров больше, чем этих поставок. У нас ВТС, военно-техническое сотрудничество с Ираном, минимальное. Просто минимальное. Там оно исчисляется, я не знаю, какими цифрами. Вообще мы в регион Ближнего Востока в разы поставляем вооружение меньше, чем другие страны, и в том числе Соединенные Штаты. Просто в разы, никакого сравнения нет. Мы поставили туда систему противовоздушной обороны недавно, это действительно так, среднего радиуса действия, от 30 до 50 километров примерно. Это правда. Зачем мы это сделали? Я могу объяснить. Мы сделали это для того, чтобы Иран не чувствовал себя загнанным в угол, не чувствовал, что он находится в каком-то враждебном окружении. И понимал, что у него есть канал для общения. Понимал, что у него есть друзья, которым можно доверять. Мы очень рассчитываем на то, что и иранская сторона поймет и услышит наши сигналы. Значит, по поводу нашего оружия в Ливане и в секторе Газа. В секторе Газа я вообще не слышал о том, что присутствует наше оружие. Я не видел такого. Но автомат Калашникова вообще самый распространенный автомат системы в мире стрелкового оружия. Но он, наверное, везде есть. Наверное, и в Германии на вооружении стоят еще автоматы Калашникова. Во всяком случае, еще не уничтожены 100%. Так, в Ливане, да, там действительно были замечены ящики из-под наших противотанковых систем, это правда. Мне об этом наши израильские партнеры сразу же сообщили. Мы провели тщательное расследование того, что там происходило, и установили, что эти системы остались на территории Ливана после того, как с него ушла сирийская армия. Мы провели соответствующую работу и сирийскими партнерами и обусловили наше дальнейшее сотрудничество в области военно-технического взаимодействия с Сирией необходимыми условиями, которые исключили бы возможность попадания оружия в чьи бы то ни было руки, кроме тех, для кого они предназначены. Такая система выработана, в том числе мы договорились о системе возможных инспекций на складах в любое удобное время для российских специалистов. На складах после поставок наших систем в Сирию.
США не разрабатывают стратегическое оружие, а Россия разрабатывает. Не будет ли Россия применять силу без санкций ООН в будущем? А Россия разрабатывает систему стратегического оружия. Прекрасный вопрос. Замечательный. Я вам очень за него благодарен. Это дает мне возможность показать суть происходящих событий. Ведь чему мы за последние десятилетия обязаны, если мы говорим о том, что противостояние было, а большой войны все-таки не произошло в период противостояния двух сверхдержав и двух систем. Мы обязаны балансу сил между двумя этими самыми супердержавами. Был баланс и страх взаимного уничтожения. И одна сторона боялась в шаг ступить лишний, без того, чтобы не посоветоваться с другой в последнее время. И это был хрупкий мир, конечно, и страшноватый. Но он был достаточно надежным, как выясняется сегодня. Сегодня он оказывается не такой уж и надежным. Да, Соединенные Штаты не разрабатывают якобы наступательного оружия. Во всяком случае, общественности об этом неизвестно. Хотя наверняка разрабатывают. Но мы даже сейчас спрашивать об этом не будем. Мы знаем, что разработки идут. Но мы сейчас сделаем вид, что мы об этом не знаем. Не разрабатывают. Но что мы знаем? Это то, что в Соединенных Штатах активно разрабатывается и уже внедряется система противоракетной обороны. Да, сегодня она неэффективна, и мы точно не знаем, будет ли она вообще когда-нибудь эффективна. Но теоретически она ведь для этого и создается. Значит, опять же, гипотетически мы исходим из того, что когда-то наступит момент, когда возможная угроза со стороны наших ядерных сил будет полностью нейтрализована, сегодняшних ядерных сил России. А если это так, то это означает, что баланс будет абсолютно нарушен. И что у одной из сторон возникнет ощущение полной безопасности. А значит, это развязывает ей руки не только в локальных, а, возможно, уже и в глобальных конфликтах. Мы же с вами сейчас дискутируем. Я не хочу никого подозревать в какой-то агрессивности. Но система отношений – это так же, как математика. Она не имеет личного измерения. И мы должны, конечно, на это реагировать. Как? Или так же, как вы, и строить многомиллиардную противоракетную систему, систему противоракетной обороны, либо, имея в виду наши возможности сегодняшние, экономические, финансовые, ответить асимметрично, чтобы все поняли, что да, система противоракетной обороны есть, но она в отношении России бессмысленна, потому что у нас есть такое оружие, которое легко преодолевает. Вот мы по этому пути и пойдем. Это дешевле для нас. Но это никак не направлено против самих Соединенных Штатов. Я полностью согласен с... Если вы говорите, что система ПРО не направлена против нас, то и наше новое оружие не направлено против вас. И я полностью здесь согласен с моим коллегой и другом. Я, знаете, я вот не побоюсь этого слова. При всех разногласиях я считаю президента Соединенных Штатов своим другом. Он порядочный человек. Я знаю, что на него там всех собак сегодня могут повесить в Соединенных Штатах за все, что делается. И на международной арене, и внутри. Но я знаю, что это порядочный человек, и с ним можно разговаривать и договариваться. Ну так вот, мы, когда с ним говорим, так, он говорит, что я исхожу из того, что Россия и США никогда уже не будут противниками и врагами. Я с ним согласен. Но повторяю еще раз, вот эта симметрия, асимметрия, здесь нет ничего личного. Это просто расчет. Теперь по поводу того, будет ли Россия применять военную силу без санкций ООН. Мы будем действовать всегда строго в рамках международного права. А мое базовое образование все-таки юридическое, и я позволю себе
напомнить и себе, и моим коллегам, что в соответствии с уставом ООН в случае проведения миротворческих операций нужны санкции Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности ООН, в случае проведения миротворческих операций. Но в уставе ООН предусмотрена, есть и статья о праве на самооборону. И здесь никаких санкций уже не нужно. Так, чего я забыл? Menschenrechte, Journalistenmorde. Я. И что, повторите еще раз. Не, вот если там про... Да, ну, там был более сложный вопрос. Это только окончание было про Menschenrechte und Journalisten und so weiter und so fort. Но целый вопрос, как это звучало? Es ging um eine Frage um die В моем вопросе Multipolarität речь шла о in многополярности Russland selbst, в России und ob das самой, aus как таковой, internationalem и Recht gesagt wird, nicht о auch том, für Russland что касается gelten международной sollte. арены в Und dass wir отношении Sorge России. haben in Bezug auf Мы die озабочены Stabilität относительно Russlands, стабильности wenn в es России, Prinzipien nicht folgt, если она не будет следовать этим принципам. Morde an den И в том числе мы обеспокоены убийствами журналистов, Freiheit für Medien, свободой средств массовой информации и страхом в этой среде. Это является важным знаком в этом отношении. Итак, уважаемые дамы и господа, к сожалению, мы должны уже Я два завершать. слова скажу, но я уже... Там был другой какой-то вопрос, на этот я, в принципе, уже отвечал, когда говорил о составе российского парламента. Посмотрите, что там, кто там представлен и какие политические взгляды у тех людей, которые занимают лидирующие позиции в парламенте, легитимные партии. Что касается неправительственных организаций, то они активно работают в России. Да, мы ввели новую систему их регистрации. Она мало чем отличается от системы регистрации в других странах. И никаких замечаний от самих неправительственных организаций мы пока не видели. Практически никому не отказали в регистрации. Там есть 2-3 случая по чисто формальным условиям, и эти неправительственные организации работают над тем, чтобы исправить там какие-то положения устава и так далее. По субстантивным, сущностным вопросам никому не отказано. Все самым активным образом трудятся и будут трудиться дальше. Чего нас беспокоит? Ну, я вам могу сказать, и думаю, что это понятно для всех. Вот когда эти неправительственные организации финансируются, по сути, иностранными правительствами, то мы рассматриваем это как инструмент иностранных государств в проведении политики в отношении нашей страны. Это первое. И второе. Во всех странах существуют определенные правила финансирования, скажем, избирательных кампаний. Через правительственные организации идет финансирование. Через неправительственные организации идет финансирование от правительственных источников других стран, в том числе и в рамках правительственных кампаний. Ну куда это годится? Это что, нормальная демократия, что ли? Это скрытое финансирование, скрытое от общества. Чего же здесь демократичного? Можете вы мне сказать? Нет, не можете и не скажете никогда, потому что это не демократия, а просто влияние одного государства на другое. Но мы заинтересованы в том, чтобы развивалось гражданское общество в самой России, чтобы оно ругало власти, критиковало, помогало власти определять свои собственные ошибки, корректировать свою политику в интересах людей. В этом мы, безусловно, заинтересованы, и мы будем поддерживать гражданское общество и неправительственные организации. Что касается страхов там и так далее, знаете, у нас меньше страхов сегодня, чем во многих других странах, потому что за последние годы мы кардинально изменили ситуацию в сфере экономики и благосостояния граждан. У нас еще очень много проблем. И у нас очень много нерешенных проблем, в том числе и проблем, связанных с бедностью. И вот я вам скажу, что страхи это в основном отсюда исходят. Что касается журналистов, то да, это большая, сложная проблема. И журналисты гибнут. Не только, кстати говоря, у нас, в России, но и в других странах. Больше всего журналистов погибло где?
Вы же специалист, можете, наверное, сказать, в какой стране больше всего погибло журналистов за последние, там, скажем, год-полтора? В Ираке больше всего погибло журналистов. Что касается трагедии в нашей стране, мы, безусловно, будем самым тщательным образом бороться с этими явлениями и жестко карать всех преступников, которые пытаются подорвать и доверие к России, и расшатать нашу политическую систему. Спасибо вам за внимание.